Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Попросила искусственный интеллект придумать шутку про коврик из джинсовых обрезков. И вот он что мне выдал. Единственный коврик, который, когда на него наступают, обижается и говорит: «Это было модно еще в 90-х». Я чувствую, что это не просто лоскутки и обрезки, а шедевр в разобранном виде. Всем джинсовым обрезкам дадим новую жизнь. У меня есть куски плотной мебельной ткани. Смогла выкроить из них прямоугольники размером 29 на 23 сантиметра. В центр основы поместим какой-нибудь красивый лоскуток и начнем обшивать его со всех сторон кусочками плотной джинсовой ткани. Специально ничего не выкраиваем. Эти обрезки остались от предыдущих проектов. Работать стараемся экономно. Лишний раз нитки не обрываем. Пришиваем лоскуток, отворачиваем его, затем отстрачиваем и еще раз прижимаем машинной строчкой. Затем пристраиваем следующий кусочек. Закончили одну заготовку, переходим к следующей. Кроме джинсовой ткани, можно использовать и куски плотной мебельной ткани. Заготовки можно дополнительно утеплить, добавить слой холстопрошивного полотна.
Полученные детали промеряем и подравниваем, отрезаем все лишнее. Всего получилось 11 заготовок. Раскладка будет 3 на 3 детали. Заготовки толстые, плотные и простеганные. Соединять их будем с помощью двух беек. Одна с шириной 5 см, другая 3 см. Теперь объясняю принцип работы. Узкую бейку мы приставим к обратной стороне блока, а с лицевой стороны будет широкая полоска ткани, сложенная вдоль пополам. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от края. Получается интересная конструкция. Теперь мы разворачиваем это соединение и к узкой бейке подставляем и пришиваем следующую деталь. Когда детали пришиты, мы их расправляем. Теперь нам надо верхнюю двойную бейку отвернуть и закрыть ею стык между деталями. Прошьем на швейной машинке. Точно таким же образом делаем и все другие соединения. К верхнему краю пришьем еще 2 детали и уже на месте промеряем все и придадим нужную форму. Остается только обработать открытые края. Возьмем полоску ткани шириной 4 см. Сначала пришьем ее к лицевой стороне. Затем отвернем, дважды подогнем и пришьем на швейной машинке. И получился у нас очень интересный коврик. Он очень плотный, тяжелый. Немного раньше мы в такой технике сшили другой коврик для ванны, а сейчас у нас получился комплект. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!